Привет, друзья! Царство Нептуна приоткрывает мне новые тайны, и в этом видео я хотел бы поделиться ими с вами. Кадры будут поистине уникальными, и большинство из вас увидит подводный мир по-новому и кардинально поменяет свои убеждения. Но прежде давайте опустимся под воду. Итак, сегодня я буду ловить рыбу, отпускать ее и смотреть, что же происходит дальше. Первый пошел. Как многие из вас в предыдущем видео шутили, наливают, отпускают. Сейчас я аккуратно снимаю его с крючка и выпускаю обратно. Окунь врезается в дно и создает облако мути. Давайте теперь подождем, пока облако осядет, и посмотрим, где же наш окунь. А его нету, он как будто испарился, просто взял и исчез, как Копперфилд. Сейчас я ускорю время, чтобы недолго ждать, и мы посмотрим, что же будет дальше. А дальше приплыли два голодных полосатика, и одного из них я ловлю. Еще немножко ускоримся. И вы только посмотрите, спустя 3 минуты наш окунь проявил себя. Оказывается, что все это время он лежал в том же месте, зарывшись в дно. Я же говорил, фокус как у Копперфилда. Интересно, сколько он еще там просидит. Но это далеко не самый интересный кадр. Идем дальше. Стайка голодных и полосатых пытается съесть вкусного красного мотылька. У одного это получилось, и я его ловлю. Отцепляю и отпускаю. Затем внимательно посмотрите сюда. Окунь врезается в дно, а те, кто был рядом, с интересом подплывают посмотреть, что же там происходит. Оказывается, очень много отпущенных окуней просто врезается в дно. Но как это влияет на остальных рыб? Кадры, которые будут дальше, просто шокировали меня. Итак, я ловлю следующую рыбу. Отпускаю ее. И она снова с разгону таранит дно, а потом еще раз, поднимая облако мути. Остальные окуньки не просто не испугались происходящего, а наоборот, заинтересовались, что же там такое, и начали подплывать поближе. Давайте замедлим и посмотрим на это детальнее. Вот он врезался раз, выплывает и врезается еще раз, будто хочет закопаться поглубже. А теперь начинается самое интересное и невероятное. Сейчас в кадре появится настоящий гигант. Сложно сказать, но я думаю, что в нем больше полукилограмма веса. Это настоящий исполин. Я поначалу совсем не понял, почему он здесь появился. И только многократно пересматривая отснятый материал, до меня дошло. Смотрите дальше. Этот кадр открыл мне глаза, и я понял, что же там происходит на самом деле. Только что я поймал маленького окунька, и сейчас я его отпущу. Вот он. А теперь посмотрите, что происходит. Откуда ни возьмись, появляется стайка крупных окуней, и они стремятся к отпущенному малышу, который немного растерялся и залег на дне. 4 крупных окуня приплыли с расстояния посмотреть на отпущенного собрата. 4-й, вот он, его почти не видно. Их очень заинтересовало происходящее, и я полагаю, что они приплыли в надежде перекусить, но увидели, что замешкавшаяся рыбка крупновата для них, и спустя время поплыли по своим делам. А теперь давайте вернемся и посмотрим на нашего исполина. Почему он приплыл к нам? И что было перед этим? Оказывается, за 3 минуты до появления гиганта я поймал и отпустил полосатик, который вот здесь врезался в дно. И только спустя 3 минуты в той же зоне появился этот исполин. Он был просто вне зоны видимости камер, и кто знает, какие экземпляры еще скрываются за камерой. Но похоже, что именно отпущенная рыба привлекла их к лунке. Теперь последний кадр, который подтверждает нашу теорию.
Я снова ловлю окуня, отпускаю его, и он врезается в дно, прямо под камерой, вне зоны видимости. И угадайте, что происходит спустя примерно 3 минуты. Да, снова в кадре появляется крупняк. И есть такое правило. 1 раз это случайность, 2 раза совпадение, 3 закономерность. И я полагаю, что именно отпущенные маленькие рыбки привлекли к нашей лунке крупных экземпляров. Причем больше чем за 3 часа съемки в кадр ни разу, повторю, ни разу не попал крупный окунь. В зоне видимости крутились только маленькие рыбки, а крупные экземпляры появлялись только после того, как отпущенная рыбешка врезалась в дно. И да, я таки не смог поймать крупную рыбу. Но это показывает лишь то, что у меня не получилось этого сделать. Ну, такой я рыбак, наверное. Но с другой стороны, мы видим, что отпуская рыбу, как думает большинство рыбаков, мы не только не пугаем остальных обитателей, но и в некоторых случаях получаем большой шанс привлечь крупную рыбу к нашей лунке с расстояния. А там уже, как говорят, дело техники или везения. В любом случае я буду продолжать эксперименты, и кто его знает, что еще откроется нам в царстве Нептуна. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Для вас это не сложно, а для меня будет хорошим стимулом двигаться дальше.